Всем привет! Меня зовут Дмитрий Hammerhead, и я тренер Академии покера по МТТ. Многие ученики постоянно спрашивают у меня, какой сервис по поиску информации на противников является наиболее оптимальным. Лично мой выбор это Sharescope. Поэтому сегодня я записываю видео, в котором разберу сервис Sharescope, а также покажу основные преимущества этого сайта. Сервис Sharescope, а также весь необходимый софт для успешной игры в МТТ я объясняю в своем новом уникальном проекте StackBoost, который включает более 40 видеолекций по всем аспектам теории игры в МТТ, 12 групповых занятий, где мы со всеми участниками проекта на практике отрабатываем изученный материал, а также 5 индивидуальных занятий, где лично с каждым участником проекта мы разбираем его ошибки и исправляем их. Плюс отдельная конференция в Дискорде, а также Flopzilla в подарок. Переходи по ссылке внизу и принимай участие в проекте StackBoost. Ну что, ребят, давайте более подробно познакомимся с сервисом Sharescope. Вот перед нами официальный сайт sharescope.com. Сайт очень удобный и комфортный, ничего лишнего. Плюс он на русском языке, что не может не радовать. Самая главная вкладка здесь это статистика игрока, нажимая на которую мы переходим в отдельное окно поиска. Есть два варианта поиска, это основной поиск и расширенный поиск, где можно получить более подробную информацию, более узкую информацию на ваших противников. Начнем с основного поиска. В эту ячейку, как вы понимаете, мы вводим ник игрока, которого хотим пробить. Ник можно ввести просто на клавиатуре, можно скопировав из покерного клиента, а можно, используя дополнительный софт, допустим Stars Caption, настроить иконку, по наведению которой мы переходим на сайт Sharescope и пробиваем нужного противника. Дальше у нас кнопка, где мы выбираем покерную сеть, где мы будем оппонента пробивать. Можно выбрать все сети. Я советую здесь выбирать именно все сети, потому что многие игроки не заморачиваются и выбирают один ник на различных платформах. И пробивая соперника, выбирая здесь все сети, вы получаете информацию из всех покеррумов, где соперник зарегистрирован и имеет один и тот же ник, что очень удобно, потому что если вы играете на небольших покеррумах, бывает такое, что информации крайне мало, соперник отыграл маленькую дистанцию, но мы видим, что у него такой же ник, допустим, на PokerStars, и там уже дистанция хорошая, и можно понять, какой это игрок, регуляр, либо нет. Если вы хотите пробить какую-то отдельную сеть, вариантов у Sharescope очень много, поддержка колоссальная. Здесь и все популярные сети, плюс отдельные резервации. Видимо, американская резервация, европейская, итальянская, индийская. Еще раз повторюсь, огромный выбор, поэтому каждый, я думаю, игрок найдет свою покерную сеть. Дальше у нас выбор типа игры. Можно выбрать все игры, тогда мы получим информацию и из СНГшек, и из многостоловых турниров. Можно отдельно выбрать турниры Sit and Go, можно отдельно выбрать регулярные турниры, это МТТ. Если вы, ребята, играете как и СНГшки, так и МТТшки, можно делать градацию, да, и посмотреть, что у вас, не знаю, лучше получается, допустим. Это как вариант разбора. Дальше, валюта. Можно оставить доллары, я, допустим, всегда предпочитаю именно американскую денежную единицу здесь вставлять, но если вы хотите посмотреть результаты свои, либо ваших оппонентов, допустим, в российских рублях, либо в евро, тоже спокойно можно это сделать, это не проблема. Также есть расширенный поиск, здесь у нас можно конкретные нюансы настроить, допустим, выбрать, сколько участников было в турнирах и, соответственно, посмотреть, как человек играл, допустим, турниры, где было много участников, да, там, не знаю, там 45 и выше. Можно настроить по-разному абсолютно. Можно настроить разные боины, тоже этим ползунком, там, убрать микролимиты, да, там, выбрать, там, допустим, $23 и до максималки. Либо, наоборот, посмотреть микролимиты. Бывает такое, что человек играет абсолютно разные турниры, он
относится к покеру несерьезно, и можно посмотреть, да, как он играет там дорогие турниры, средние боины, дешевые турниры. Может, он играет там турниры по $5, вообще несерьезно к ним относится, играет в огромный минус. А дорогие турниры доехал где-то, и у него график очень красивый, вам кажется, он плюсовый регуляр, он реально играет в плюс, но был какой-то один занос, либо два крупных заноса, а микролимиты он играет несерьезно. Поэтому варианты разные есть. Можно включить различные типы игры, как вы видите, настроить, да, там дипстеки отдельно посмотреть, супер, турбо, баунти и так далее, и так далее. То есть вариантов очень и очень много, вплоть до очень таких экзотических, скажем так. Дальше можно какие-то типы игры исключить, либо наоборот не исключать. Дата выборки. Можно тоже посмотреть, как человек играет последний год. Многие игроки построили свой покерный капитал, скажем так, свой покерный профит именно в такие славные годы покера, там 2009, 2010 год, там 2011 и так далее. Потом перестали развиваться, играют либо мало, да, там, либо играют лимиты пониже. Вроде кажется, что человек играет в большой плюс, там у него профит больше $1 миллиона, но на самом деле весь этот профит был заработан там 10 лет назад. Понятно, что бояться сейчас этого соперника абсолютно не стоит. То есть многие покерные звезды, да, которые были там крутыми в 2000-х, в 90-х, ну и так далее, конечно же, сейчас уже могут играть вне оптимальный покер. Поэтому я советую настоятельно, это, если на соперника выборка, конечно, огромная есть, хорошая, да, то посмотреть последний год, там год по настоящее время, либо последних 2-3 максимум года, как человек играет. Если, конечно, выборка там небольшая, допустим, 500 турниров, 700 турниров, то можно хотя бы посмотреть общую информацию, уже там не ставить какие-то конкретные рамки. Просто понять, что человек играет не так и много. Потому что дистанция меньше 1000 турниров, но это, конечно, в первую очередь человек находится на любительском уровне, как бы он там не был хорош. Есть и другие опции, как мы видим, здесь у нас можно там средний ребай, там оппоненты посмотреть, конкретные гарантии поставить, то есть вариантов очень и очень много. Плюс интересный есть момент, это отдельные дни, как человек играет, которого вы хотите пробить в разные дни. То есть, что нас здесь интересует обычно, это суббота-воскресенье. Потому что, как все покеристы говорят, хорошая гарантия, когда это уикенд, да, суббота-воскресенье, можно либо много выиграть, либо много проиграть. Обычно бывает второе, мы много проигрываем. Поэтому можно посмотреть, как у вас, либо у ваших противников складывается именно в конкретные дни. Там воскресенье, суббота. И сделать выводы. Потому что многие там хотят поиграть Sunday Million, другие турниры, а потом, когда смотрят, что вот я там уже играю 5 лет, и у меня все воскресенья в минус, ну вообще там общий профит за воскресенье огромный минус, можно сделать вывод, что может в воскресенье вообще не играть, да, если не получается, либо будем дальше ждать заноса. Поэтому варианты бывают разные, поэтому можно здесь подробно отфильтровать все, посмотреть, как мы видим, фильтров очень и очень много. Вернемся к основному поиску. Какие варианты есть вообще статистики оппонента? Варианты могут быть разные. Это может быть открытая полностью статистика, полуоткрытая и закрытая статистика. Давайте начнем с открытой статистики. Посмотрим ее. Давайте я пробью кого-нибудь. Допустим, Федора Хольца. Видим, на Федора Хольца есть полная информация от начала его покерной карьеры и по настоящее время. Ее полностью можно всю просмотреть, проанализировать и сделать для себя выводы. Это полностью открытая статистика. Также может быть статистика полностью открыта, но обнулена. Давайте тоже посмотрим такой пример. Допустим, вот интересный игрок, Ньюгай 89. Видим мы, что у него стоит вот такая иконка. Мы видим, да, у него полностью все открыто. То есть вся информация на него есть. Но у него было обнуление статистики. Зачем это делается? Либо человек решил начать покерную жизнь с чистого листа. Какую-то школу, может, записался. Либо решил устроить марафон покерный, чтобы там не отвлекали предыдущие результаты. Он обнуляет статистику, либо какой-то пари заключил и смотрит, что у него получается с какого-то конкретного периода времени. Поэтому причины могут быть разные. Поэтому если увидите эту иконку, вы должны понимать, что особенно если дистанция маленькая, человек ее обнулил, возможно, и мы не знаем, как его карьера складывалась до момента обнуления. Надо понимать, ребята, если вы статистику обнуляете, то вы тоже сами на себя информацию не получите.
как вы играли до этого момента. То есть статистики уже не будет. Нужно это учесть. Поэтому видим, что, допустим, вот на Ньюгае у нас статистика была обнулена, он себе обнулил статистику, начиная с 1 июля этого года. То есть, получается, вот эта вот вся информация, он отыграл 755 турниров, да, буквально там за 14 дней. Видите, какие он дистанции хорошие накатывает. Может быть, статистика полуоткрыта. Давайте попытаемся кого-нибудь найти с полуоткрытой статистикой. Ну, давайте попробуем Rangeman. Нет, у него открытая статистика. Давайте посмотрим кого-нибудь еще. Вот. Actarus. Видим мы, что особенно это касается в первую очередь PokerStars. На PokerStars по умолчанию часть статистики скрыта. Как мы видим, что некоторая информация известна, там средняя ставка, уровень и так далее. Такая самая главная и важная информация, она скрыта. Видим мы история прибыли, средняя прибыль, общий ROI, то есть это мы посмотреть не можем. Просто не можем. Поэтому тоже нужно это учитывать. Многие люди не знают о сервисе Sharkscope, играют на PokerStars, и поэтому как бы у них статистика по умолчанию полуоткрыта. Либо человек просто там не хочет заморачиваться, не открываться, не скрываться, и поэтому мы не можем получить цельную информацию. Но какая-то информация есть, и на основе этой информации можно сделать выводы. Бывает, статистика полностью закрыта. Вы кого-то пытаетесь пробить. Давайте я покажу. Вот, допустим, мой ученик. Это точно его ник. То есть я пробиваю, мы видим, игрок не найден или выключил опцию публичности статистики. То есть раньше на Sharkscope был такой замочек. Да, и видно было, что человек закрыл свою статистику. Сейчас просто ничего не видно. Иногда кажется, может, я ник неправильно ввел, да, там, может, регистр не учел, либо что-то еще. А на самом деле просто статистика скрыта. Зачем люди скрывают свою статистику? Как вы понимаете, все-таки сервис Sharkscope дает преимущество. Да, там, если мы пробиваем оппонента, то, конечно, можем получить на него информацию. Поэтому люди, чтобы не давать преимущество своим противникам, скрывают свою статистику. Допустим, вы играете микролимиты, играете в хороший плюс, но вы постоянно отбираетесь на более крупные турниры. Там 109-е играете, 215-е турниры. И если вы вышли на финальный стол, на вас будут давить деньги. И если ваш противник вас пробьет и посмотрит, что вы там играете в среднем турниры по $5, то, конечно, он может оказать на вас более серьезное давление. А вы, конечно, больше зажметесь и будете часто выбрасывать. Поэтому тоже нужно это учитывать. И многим своим ученикам, конечно, я советую именно скрывать свою статистику, чтобы не давать преимущество своим оппонентам. Вот такие варианты статистики есть в Sharkscope. Ну а теперь давайте более подробно рассмотрим то, что предоставляет сервис Sharkscope и что можно получить, изучая информацию на противника. Давайте рассмотрим на примере Федора Хольца. У него статистика открыта, поэтому посмотрим, что можно узнать об противнике. Во-первых, статистику, которую будет выводить Sharkscope, можно настроить. Видим мы здесь кнопку «Добавить другую статистику». И, соответственно, можно настроить, что конкретно мы хотим выводить. Я вывожу 22 элемента, видим, вот они все слева, которые считаю наиболее необходимыми. Если вам что-то еще интересно, справа еще есть другая информация, которую тоже можно вывести. Допустим, там сеть, общая ставка, общий рейк, там очки достижения, заметки и так далее. Ну, самые оптимальные я вывожу. Вот они слева, здесь ребята представлены. Окей. Дальше еще кнопка интересная, группа игроков, где можно создать Элиас. Да, то есть вы берете здесь создать новую, и можно, допустим, вот тех соперников, которые вы пробили, в одну группу определить. То есть как это применяется вообще? Если вы играете на разных платформах и хотите вывести общий график на себя, посмотреть, какой вы успешный, либо неуспешный, просто пробиваете все свои ники, потом заходите в группу игроков, создать новую, добавляете их в отдельный элемент, называете эту группу, и у вас будет отдельный элиас. Можете выбрать здесь открытый доступ, объединенный, и потом смотреть информацию полностью на все ваши ники вместе. То есть, кто использует, допустим, Hold'em Manager, да, там знает, что можно создать элиас и объединить все свои покерные румы вместе и смотреть общую информацию. То же самое можно сделать и на Sharkscope. Поэтому перебрасываете ники,
называете свою группу, применить, ставите галочки, и, соответственно, у вас будет alias. То есть общая информация на все ваши ники из различных покерных сайтов. Окей, теперь давайте посмотрим, что я вывожу, и разберемся с информацией, которая здесь у нас есть. Допустим, на Федора Хольца. То есть первое, это страна. Кто не знает флаги, можно навести. Здесь будет указана Австрия, допустим, Канада. Здесь у нас Бельгия. Зачем нужен флаг, нужна страна? То есть есть некоторые стереотипы, которые часто подтверждаются, да, там румыны очень неоднозначно играют, да, там бразильцы, хотя Бразилия страна большая, но все равно. Поэтому иногда страна происхождения, скажем так, да, там игрока тоже может сказать многое. Допустим, белорусы — это обычно регуляры, да, которые хотят зарабатывать покером, по крайней мере их большинство. Поэтому, пробивая и видя там, допустим, белорусский флаг, вы понимаете, скорее всего, этот игрок пришел не лудоманить, а хочет зарабатывать покером. Дальше, понятно, указан ник и сеть. История прибыли. Нажимая на историю прибыли, мы получаем график. И можно посмотреть, как складывалась карьера нашего героя. Видим, что, допустим, Федор Хольц начал свою карьеру на PokerStars в конце 2011 года. Играл в минус. Видим, целых 2 года играл в минус. Потом начал понемножку тащить, а потом уже подтащил главное событие в Купа, да, чемпионата мира по онлайн-покеру, и получил 1 300 000. Вот эти вот доллары, которые здесь есть, это самые ключевые этапы карьеры покериста, то есть самые крупные заносы. Можно сделать зум, да, посмотреть более подробно какую-то часть графика, какие-то заносы, посмотреть, рассмотреть, как складывалась карьера соперника, которого вы хотите пробить. Можно сбросить зум и так далее, так далее, так далее. То есть это график, где мы получаем информацию, как складывалась карьера нашего героя. Многие используют только этот график, хотя сервис Sharkscope предоставляет различные варианты графиков. Некоторые из них очень интересные. Допустим, вот один из вариантов — это дни выигрышей, проигрышей. Нажимаем такой, мы получаем интересную информацию, то есть сколько дней у Федора Хольца было выигрышных, сколько было проигрышных. Многие ученики у меня постоянно жалуются, говорят: Дима, там вот я там играю сегодня, играл вчера, играл позавчера, играл в минус. Что происходит? Может, я что-то неправильно изучаю. Но мы видим, вот, да, вот Федор Хольц, у него из всей карьеры, да, там 27% дней выигрышных, 27%, и 72% дней проигрышных. Но он играет в плюс, поэтому когда дни, которые мы выигрываем, мы должны выигрывать много, как вы понимаете. Но каждый день выигрывать невозможно, поэтому отучайте себя от такого правила, что нужно каждый день кассу смотреть, там в плюс я отыграл, в ноль я отыграл, либо как-то еще. То есть это вполне нормально, что вы будете ежедневно играть в минус. Те дни, когда вы будете играть в плюс, вы должны играть в хороший плюс. И будете тогда играть в плюс на дистанции. Поэтому многим этот график показывает и открывает глаза, да, на реалии покера. Но мы видим, что дни самоокупаемости — это по сути игра в ноль, это 1%. То есть 5 дней всего было. А так большинство, конечно, проигрышных дней. Ну и, соответственно, есть 27% дней выигрышных. Поэтому разные есть диаграммы, здесь разные, здесь есть графики, поэтому тоже можно с ними ознакомиться. Только на истории прибыли, ребята, я не советую зацикливаться. Дальше у нас турниры. Можно посмотреть последние турниры, которые человек играл. Можно получить еще 100 результатов. Вот они. Посмотреть более конкретно, как последние игры у человека складываются. Можно даже все это загрузить в Excel. То есть, видите, в формате скачать и потом уже для разных целей в Excel использовать. Дальше у нас вкладка «Разбивка». Здесь можно посмотреть любимые игры человека, что он играл, средняя прибыль по ним и прибыль. То есть можно посмотреть самые популярные игры, которые играл наш герой. Мы видим, что, конечно, у этого героя абсолютно разношерстный выбор. Да, там 500 гипертурбо СНГшек по $100 на 6 человек. 2,50 даже играл, что очень интересно. Там $30, $55 и так далее, и так далее. Часто вы пробиваете оппонента и видите, что у него график плюсовый, но он заработал все свои деньги, играя МТ-СНГ. Там по 45, по 90 человек, по 100 человек. А он сейчас играет в какую-то килополяну, вышел на финальный стол. Конечно, для него это будет опыт такой
может быть крайне редкий для него, да, может даже и первый, и поэтому он чаще всего будет зажиматься, то есть он часто турниры многостоловые не играет, ну и соответственно имеет опыта финальных столов, именно крупных турниров, поэтому тоже можно это использовать. Можно посмотреть самые успешные, конечно же, турниры, самые неуспешные, допустим, мы видим, что у Федора Хольца 75 турниров, это 6 Max Turbo, $5000, минус 42 800 у нас здесь потери. Да, самые успешные это, конечно, турниры по 5200, это Main Event, который он выиграл, и $1 343 000 прибыли. Вот такая ситуация. То есть, что это еще раз показывает, да, что на небольших отрезках времени, то есть там на небольших дистанциях, 200 турниров, 300 турниров, может быть всякое, даже у Федора Хольца. Поэтому, ребята, пробивайте соперника, включайте разбивку, и можно посмотреть, где конкретно он плюсует, а где минусует. То есть бывают типы турниров, которые вообще не получаются даже у сильных регуляров. И он именно сейчас играет этот тип турниров вместе с вами. Возможно, ему там не хватает знаний каких-то, возможно, чего-то еще. Кому-то получается играть 9 максы, кому-то 6 максы, кому-то какие-то хедзап турниры. Поэтому все это можно здесь посмотреть и сделать грамотные выводы. Если вы видите, что человек там плюсует в хедзап МТТшках, то, скорее всего, 1 на 1 он играет очень круто, да, там, и вы должны понимать, что это сильный регуляр игры 1 на 1. Поэтому можно сделать разные выводы. Дальше статистика. Здесь у нас общая информация на оппонента, которая представлена еще в основном окне, который мы еще сегодня с вами, ребята, разберем. Здесь это все указано. Там средние игры, средняя прибыль, об этом мы еще поговорим. Дальше таблицы лидеров. То есть человек занимал призовые места, да, в таблицах годовых лидеров, там, стриков и так далее. То есть ему давали за это вот такие медальки сервиса Sharescope. Видимо, что Федор Хольц занимает 23 место, 20 год прибыль среди турнирщиков на любых стеках, да, то есть любые бои учитываются здесь. Там 11 место, там PokerStars, да, там сеть, там 2 место, там по странам, да, там в Австрии он занимает, как я понимаю здесь, короче, разные награды есть, видим, значок отмечен у него, и сразу же можно навести и посмотреть его награды, то есть уважаемый человек, как говорится. Достижения. Достижение — такая попсовая рубрика Sharescope. Здесь можно собрать все карты, чисто ради, как говорится, своей какой-то радости, скажем так. То есть видим, даже у Федора Хольца не все карты здесь собраны, потому что некоторые задания, такой квест получается. Просто я люблю Амаху. 5 раз подряд остался в плюсе после турнира по Амахе. Да, там в глазах двоится. 10 раз остался в плюсе после турнира Double Nothing. Ну, такие турниры, как я понимаю, Федор Хольц не играл. Поэтому можно, конечно, задаться целью и разблокировать все эти карты. Хотя особых там преимуществ вам это не даст. Найти — интересная кнопка, можно посмотреть, что играет человек в данный момент. То есть вы такой детектив, который нажимает кнопку «Найти» и смотрите, что человек играет сейчас. Если попался он, да, вы можете посмотреть, какие турниры он сейчас играет. Видимо, что Федор Хольц ничего сейчас не играет, поэтому наш детектив, да, там наше расследование обречено. А так вы можете любого человека здесь посмотреть, и если он турниры играет, то можно зайти и посмотреть, как он там себя ведет в этом турике. Ну и опубликовать — кнопка для социальных сетей, да, там, видимо, в Twitter можно какие-то сообщения опубликовать, которые там Sharescope на вас написал, скажем так, там, снова занял 1 место там в австрийском, да, там, как мне это надоело написать, либо как-то еще. Поэтому, видите, варианты предложенных новостей вам Sharescope предоставляет. Поэтому вот по этим вкладкам мы пробежались. Ну что, вкладка «История прибыли» мы закончили, идем дальше. А дальше у нас подсчет. Это количество игр, которые соперник сыграл на этом покерном сайте. Мы видим, что, допустим, Федор Хольц сыграл на PokerStars 10 344 турнира. Эти ребята сыграли меньше 1000 турниров. Ну, понятно, что Ньюгай статистику обнулил, а, допустим, вот Актарус сыграл всего 533 турнира. Это очень мало. Можно сказать, что это игрок не профессионал, потому что регуляры откатывают такую дистанцию в месяц. Видим, Ньюгай уже за полмесяца отыграл 755 турниров. И делаем выводы, что если вы с таким соперником встретились за финальным столом, то опыта у него в финалах, скорее всего, практически нету. Но стоит отметить, что люди есть, которые выбирают разные ники на различных покерных сайтах. И бывает такое, что вы побиваете его, допустим, на покерке,
на него там 150 турниров, а он играет постоянно на PokerStars, у него там наигрыш 50 тысяч турниров, и это регуляр. А вы думаете, что он отыграл маленькую дистанцию за свою покерную карьеру, поэтому тоже нужно, ребята, это учитывать. Но обычно, если вы пробиваете PokerStars и там меньше 1000 турниров, то навряд ли человек играет на других платформах больше, хотя бывает всякое. Дальше у нас средняя ставка, как вы понимаете по названию, кстати, вот вводя мышь здесь, можно посмотреть, да, то есть что означает то либо иное название, очень удобно. То есть средний боин сыгранных турниров. Мы видим, да, что вот у Актаруса $26 средний боин, это ABI аббревиатура, которую постоянно используют покеристы, то есть average buy-in, средний buy-in. Поэтому если вы видите, что ваш соперник имеет среднюю ставку $3, а сейчас он вышел на финальный стол, играет против вас турнир за $44, то для него это очень дорого. И, конечно, каждый пейджамп он будет переживать так очень серьезно, и поэтому можно на него поддавить. Многие ребята тоже жалуются, вот там против других игроков человек играет в одном стиле, против меня играет на финалке как-то безбашенно. Скорее всего, он просто вас пробил, один из вариантов, конечно же, и видит, что вы там играете гораздо дешевле этого турнира, и поэтому просто поддавливает вас. Поэтому еще раз повторю, что я советую своим ученикам зачастую скрывать свою статистику на Шарскоупе. Дальше прибыль. Здесь все понятно, это стоит отметить именно чистая прибыль, то есть чистый заработок. Здесь уже учтены затраты на боины, поэтому многие там трекинговые сайты по оффлайну, да, там просто показывают призовые. Не путайте призовые и прибыль. Прибыль это именно плюс либо минус. Видимо, да, что прибыль может быть и минусовая, а призовые, конечно, минусовыми быть не могут. Поэтому видимо, что Crown Up Guy заработал там 3 миллиона 373 тысячи долларов. Да, очень и очень круто. Поэтому видим, что игрок успешен по прибыли. Человек играет в минус на большом отрезке времени, там, на большой дистанции, конечно, время тоже неправильно будет говорить, потому что, может, человек играет там один турнир в месяц, да, и у него там вроде 10 лет опыта, но он отыграл 100 турниров, это ни о чем. Но если вы видите, что у соперника там 10 тысяч турниров отыграно, и он играет в минус, значит, скорее всего, он играет плохо, да, там играет неудачно. Либо играет хорошо, но регулярно тильтует, психует, поднимается на лимиты выше. Тоже, конечно, можно это посмотреть на графике. Дальше у нас уровень. Соответственно, уровень показывает, видим мы, что вот если мы посмотрим здесь, уровень игры это рейтинг, доходящий до 100% и показывающий уровень мастерства игрока, основанный на оценке всей остальной имеющейся на него статистики. То есть, по сути, Шарскоуп сам такие уровни ставит на основе той информации, которая есть на оппонента. Поэтому бывает такое, что статистика полуоткрыта, вот как, допустим, на этого бельгийца, но вы видите, что у него там уровень 56. По опыту могу сказать, что если уровень 80 и выше, человек играет в плюс, либо занес какой-то турнир дороже своего боина, либо какую-то килополяну огромную занес своих боинов, да, там такое может быть, и у него поэтому уровень зашкаливает. Там, вот видите, там 98 у Федора Хольца. Бывают ребята, которые выиграли один крупный турнир, там чемпионат мира по покеру, в основное время играют в ноль, либо в минус, но у них уровень огромный. То есть был какой-то крупный занос. То есть коррелируется именно с призовыми. Нужно это учитывать. Когда у человека выше 70 уровень, это хороший рек, но который не заносил там 70-75, да, там каких-то прям супер крупных турниров, да, там супер огромных килополян. Но это успешный человек. Если там уровень 60, 55, 53, высока вероятность, что соперник играет в минус. И это игрок, скорее всего, не профессиональный. Либо наиграна маленькая дистанция, такое тоже может быть. Поэтому мы видим, что, допустим, вот этого бельгийца, что можно сказать? Мы не знаем, в плюс он играет либо в минус, но уровень у него 56, скорее всего, в минус. Потому что все-таки уровень у него достаточно низкий. По крайней мере, крупных турниров он не выигрывал. Дальше у нас выбыл рано. Показывает процент, как часто соперник вылетал в первых 10% участников. Да, то есть здесь основной показатель, чем ниже, конечно, тем лучше, но 8, 9, там, до 10% это нормально. Если у вас там 20%, либо у вашего оппонента, то, понятно, вы, скорее всего, играете раннюю стадию очень дисперсионно, очень агрессивно, неадекватно. Возможно, подумайте над тем, что вы переоцениваете некоторые стартовые руки и идете с ними до конца на префлопе, а уже может не то время, да, там подумайте над розыгрышем туз короля, там, ну и других рук, которые кажутся сильными, но при этом регулярно проигрывают, либо играют монетки. Выбыл поздно, понятно, здесь у нас частота, занимаемая игроком первых 10% мест в турнире. Здесь, понятно, чем выше, тем лучше, опять-таки процент. Дальше ИТМ.
ETM, in the money, да, аббревиатура, как часто мы попадаем в деньги. Раньше многие регуляры мерились, там у кого больше ETM, тот круче. Надо понимать, что в принципе сейчас ETM там 20% и выше, 25, да, там 26 это считается нормой. Но если у вас там 35%, 38%, вроде вы красавчики, все круто. Надо понимать, как глубоко вы проходите, да, поэтому аббревиатура ROI, да, там вообще ROI гораздо более важный показатель, чем ETM. У меня были ученики, которые имели там ETM не огромный, там 20-19%, но при этом заносили крупные турниры. Были ученики, которые имели ETM там 35%, но играли в небольшой в плюс, либо даже в ноль. Потому что ради этого ETM, да, там постоянно, начиная там уже еще далеко до бабла, они уже начинают там все зажиматься, попаду в призы, потом начну играть. Из стека там 50 больших блайндов мы опускаемся до 20-15 больших блайндов ради того, чтобы просто попасть в призы, хотя можно было еще играть, до бабла еще было далеко. Поэтому да, если у соперника там ETM маленький, процентов 10-15, вы понимаете, что это скорее всего слабый игрок, у которого ничего не получается. Средние игры, то есть среднее число игр в день. Тоже интересный показатель. Если мы видим, что у соперника там 2-3 игры в день, то он, конечно, любитель. Если вы видите там 68 игр, да, вот как у Ньюгая, это, конечно, регуляр, который играет постоянно. Что стоит отметить? Такие регуляры обычно мультитейблят и мультирумят тоже, открывают много столов, там 10, 15, 20. Где-то можно их немножко перехитрить. Что это значит? То есть на ранней стадии любого турнира, если вы увидите этого регуляра, он, скорее всего, не будет заморачиваться. У него открыто много столов, каким бы он ни был бы крутым, играть там 20 столов, показывая максимальную А-игру, очень сложно. Какими-то столами нужно пренебречь. Поэтому на ранней стадии такие ребята играют в первую очередь в ABC покер. Поэтому тоже можно рассмотреть более лузовую игру против этих игроков. Поэтому можно понять, регулярно соперник играет, либо нет. То есть сколько игр он отыгрывает в день. Тоже есть минус. Если человек играет на каком-то мелком покеруме, вы его пробиваете, вам кажется, что он играет редко, а может на крупном покеруме, там на Покерстарсе он всю дистанцию откатывает. Поэтому тоже, еще раз повторюсь, выбирайте всегда все сети и смотрите на всех платформах, как действует оппонент с этим ником. Если, конечно, он не какой-то хитрый жук, который везде выбирает разные ники. Окей, с этим разобрались. Дальше у нас средняя прибыль. Видим мы в полуоткрытой статистике, эта информация скрыта. Средняя прибыль, ну тоже мы понимаем, да, то есть средняя прибыль с турнира. Сколько человек имеет с турнира. Если в плюс, то будет плюсовая, если в минус, будет минусовая, да, то есть сколько в среднем он получает. То есть можно высчитать доход, сколько можно зарабатывать в месяц, да, там отыгрывая ту либо иную дистанцию. Еще раз повторюсь, МТТ покер это сдельная премиальная оплата труда. Чем больше вы катаете, чем стабильнее и выше будут ваши результаты, если вы катаете успешно. Поэтому можно примерно прикинуть. Все мы хотим понимать, сколько мы зарабатывать будем в месяц, там, не знаю, в год, да, там можно прикинуть на основе средней прибыли. Дальше важные показатели это общий ROI, средний ROI. Их два. Можно посмотреть, допустим, вот это большое обозначение среднего ROI. Вкратце скажу, общий ROI это общая, понятная рентабельность инвестиций. То есть ROI это возврат инвестиций, аббревиатура. То есть это берется оборот, то есть весь на основе ваших призовых. Поэтому в общем ROI есть минус, такой небольшой, либо даже большой. Это то, что если вы выиграли какую-то крупную килополяну, особенно дороже вашего среднего боина, то, конечно же, общий ROI у вас будет зашкаливать, да, там 200%, 300%, вы будете думать, вот я, зарабатываю, да, там с каждого турнира 300%, ничего себе, как бы дофига, как сколько я могу зарабатывать, даже играя микролимиты, а вы какую-то килополяну занесли. Поэтому в этом случае я советую смотреть на средний ROI. Это средний, по сути, показатель, то есть какой ROI в среднем вы имеете на тех лимитах, которые вы играете. Поэтому нельзя сказать, что тут как бы какой-то из них круче, какой-то хуже. Можно и тот смотреть. Но еще раз повторюсь, если у вас был какой-то крупный занос, там огромную килополяну вы занесли, особенно дороже вашего боина, то смотрите в первую очередь средний ROI, потому что общий ROI у вас будет зашкаливать. Можно, конечно, попонтоваться, но если мы хотим сделать выводы, какой у вас вообще ожидаемый, да, там средний ROI, лучше смотреть именно средний ROI. Дальше среднее количество участников, то есть АФС, да, тоже аббревиатуру, я думаю, многие из вас это знают. То есть сколько в среднем участников в турнирах, где играет данный персонаж. Я советую в данное время людям играть как ученикам, как турниры с
низким ФС, то есть до 1000 человек, так и килополяны на выстрел. Пропорции где-то 50 на 50. Поэтому если мы видим, что у человека там дистанция 1000 турниров отыграно, да, хоть какая-никакая, и среднее количество участников, там, 7000 людей, он играет, там, не знаю, Санды, Штормы, какие-то серийники и так далее, то, конечно, говорить о прибыли, в минус он отыграл, либо в плюс, сложно вообще на основе прибыли понять, успешный он игрок, либо нет, потому что чем выше среднее количество участников, чем выше дисперсия. Нужно, ребята, это учитывать. И поэтому, если там дистанция там 1000-2000 турниров, то это ни о чем не говорит. Если он играет там 5000 участников в среднем, 7000 участников. Поэтому вы делаете выводы, что надо ему наиграть побольше, чтобы понять, что он за игрок. Если вы видите, что среднее количество участников небольшое, до 1000 человек, тут, конечно, дисперсия будет пониже. Дальше призовые. Сколько призовых получил игрок? Еще раз говорю, что видите, есть прибыль, есть призовые. То есть призовые не учитывают затраты на боины. То есть они все это включают в победы наши. Да? Если отнять затраты на боины, то получается уже прибыль в 2 раза ниже, как мы видим. Да? То есть здесь у нас 6700, тут 3300 получается. Поэтому тоже призовые это по сути второстепенный показатель. Многие там говорят, вот у меня там призовые, там, да, там, не знаю, там 50 тысяч долларов. Но это призовые, а есть чистая прибыль. Дальше активные дни. То есть сколько дней вообще активных было у игрока, когда он открывал покерный клиент и соответственно, играл. Есть люди, которые очень мало дней играли, поэтому, понятно, опыта немного. Но играли, допустим, 11 дней, играли в году, да, там, но играли там по 50 турниров в день. Поэтому, хоть даже играли много в этот день, но опыта у них немного, потому что играют нерегулярно. Вы понимаете, да, что любая сфера деятельности требует регулярности. Если вы там полгода не играли, потом пришли и говорите, сейчас я пойду бить лимиты, то сложно сказать, что у вас получится. Дальше коэффициент турбо. Чем он выше, чем чаще вы, конечно же, играете турбо-турниры. И понятно, чем выше дисперсия, чем часто вы играете пуш-фолдные раздачи и так далее. Поэтому, если вы видите, что у вашего оппонента коэффициент турбо там 98%, а вы вышли с ним на финальный стол турнира Big, где хорошая структура, то у него, скорее всего, опыта игры на постфлопе не так и много, потому что все средние, поздние стадии турбо-турниров это почти всегда пуш-фолд. И там постфлоп трудно прокачать. Поэтому, если вы работаете на постфлопном, то у вас будет преимущество над этим оппонентом. А вы понимаете, постфлоп это наше все. Поэтому по коэффициенту турбо можно понять вообще, есть ли хороший опыт у соперника игры на постфлопе. Дальше нужный банкролл, то есть самый максимальный стрик, в который человек попадал, да, как он проигрывал. Не одновременно, конечно, но, соответственно, по графику это можно отследить, да, то есть какой необходимый банкролл нужно человеку, то есть самый большой период проигрышей в денежном эквиваленте, скажем так. Дальше форма, это турниры, да, последние, то есть можно открыть, еще раз говорю, посмотреть эту вот вкладку турниры, то есть самые последние турниры, которые человек играл, в какой форме он находится. Ну, конечно, вот эти вот там 9 турниров, 10 турниров последних это мало, надо смотреть хотя бы минимум там 100 и тогда понимать, какой человек в форме. Если вы там смотрите 100 результатов, вы видите там одни минуса, скорее всего он уже хочешь не хочешь, да, там не в самом хорошем психологическом состоянии. Даже многие регуляры, сильные регуляры подвержены тильту. Кстати, вот в проекте StackBoost мы это обсуждаем на уроке 10, именно как не впадать в тильт, поэтому это важно. Это важно, как бы, и можно посмотреть, как бы, если у человека там одни минуса, то, скорее всего, его игра сейчас будет далека от идеальной. Ну и первая игра, и последняя игра, да, то есть бывают люди, которые там давно, допустим, не играли, вы кого-то пробиваете, никого помните, смотрите, что он там уже год не играл. Вообще там в покер, да, вы понимаете, что если опять он вернется, то, скорее всего, его игра опять-таки будет уже не совсем современная. Будут какие-то моменты, которые он, возможно, подзабыл, и тоже нужно это учитывать. Если видите, что первая игра была очень давно, там 9-й год, 8-й год, это очень опытный игрок, надо посмотреть, конечно, его график. Особенно, если у него хороший плюс, то есть, когда этот плюс был достигнут. Может быть, это был там 10-й, 9-й, 11-й год. Я уже про это рассказывал, и вы понимаете, что сейчас, да, он играет, да, он опытный боец, но, возможно, он играет не в современный покер, потому что все его достижения были давно, весь профит был давно, поэтому я советую там последние 2-3 года смотреть статистику, она наиболее актуальна. Также SharkScope имеет и другие вкладки, как вы видите слева, кроме окна поиска, это, допустим, найти турнир, то есть здесь можно ввести ID турнира и посмотреть результаты, допустим, на различных платформах. Да, вводим здесь какой-то ID-шник турнира, и мы видим результаты.
То есть можно кому-то скриншот показать, вот это выиграл турнир. Можно пробить людей потом уже, да, которые с вами играли. Либо вы какой-то турнир пробиваете, который просто хотите кому-то показать. То есть разные бывают цели, поэтому можно здесь пробить любой турнир, который состоялся. И, соответственно, еще раз посмотреть его результат. Видим, что есть замочки, вот некоторые ребята скрыты, поэтому вы не знаете, кто это такой. Кто занял там 13 место, 25 место. Остальные ребята у нас здесь, как мы видим, открыты, либо полуоткрыты, либо обнулили свою статистику. Также Sharkscope предоставляет различные приложения, допустим, Tournament Selector, Sharkscope HUD, один из самых таких важных и часто используемый среди игроков. То есть можно его загрузить на компьютер. Это, по сути, трекер, который выводит информацию прямо вам на столы. То есть, не заходя на сайт Sharkscope, он показывает вам информацию. Плюс также можно выводить, по сути, аналог Hold'em менеджера. Да, тот же самый трекер. Можно настроить его под себя. Можно посмотреть планы подписки, можно посмотреть поддерживаемые сети. Если ваша сеть есть, то, конечно, можно использовать тогда и Sharkscope HUD. Это, по сути, Sharkscope HUD заслуживает даже отдельного видео. Есть мобильное приложение Sharkscope, есть вот интересная кнопка, это таблицы лидеров. Да, то есть здесь можно посмотреть именно кто сейчас лидирует по прибыли в различных дисциплинах турнирного покера. Выбираем здесь год, дальше выбираем, что мы хотим пробить, какую дисциплину, видим варианты разные. Любые СНГшки, турниры, кто не знает, Schedule это турниры, можно выбрать там Heads Up, Turbo, там Stat Heads Up, ну короче разные даже экзотические варианты. Давайте выберем турниры и выберем любые боины. И мы видим, что в этом году вот это вот ребята уже столько наколотили денег, да, это именно чистая прибыль. Видим мы в лидерах сейчас именно сеть GG Network, также PokerStars. Видим мы, чем хорош турнирный покер, что игра есть везде. Мы видим 30 место, да, по профиту. Это те ребята, которые открыты. Напомню, ребята, которые открыли свою статистику. Видим мы 405 тысяч долларов, 406 тысяч долларов даже заработал. Поэтому прибыли в МТТ могут быть абсолютно разными, да, там можно, потолка по сути не существует, то есть можно зарабатывать разные суммы. Поэтому еще раз повторю, что, конечно, МТТ самый перспективный вид покера. Можно там отдельные СНГшки посмотреть, да, там, то есть как там СНГшки происходят на любых стеках, то есть какая прибыль в СНГ есть. Видим, что у нас здесь белорус лидер, 100 тысяч долларов почти у него прибыли. Тоже можно пробить его и посмотреть. Видим, мы, у него обнулена статистика. Поэтому турнирный покер, конечно же, жив. Можно еще раз в этом убедиться, посмотрев информацию в сервисе Sharkscope. Соответственно, можно включить либо выключить опцию статистики. Это делается здесь. То есть нажимаете, выбираете там сеть, узнаете, как включить либо выключить статистику, либо ее обнулить. Видите, вот 3 варианта. Здесь все это можно выбрать. Подписки, которые существуют в Sharkscope, можно посмотреть здесь. У меня подписка Gold. Видим, что она включает 1000 поисков в день, все преимущества серебряной подписки, Sharkscope Hunt Tracker, ну и гид по турнирам. Да, то есть можно купить подписку там попроще, бронзовую, серебряную, есть подписка Platinum, да, там 3000 поисков в день. Можно отдельно купить Sharkscope Hunt Tracker. Поэтому варианты абсолютно разные. Еще раз повторюсь, ребята, Sharkscope, на мой личный взгляд, наиболее оптимальный сервис по получению информации на ваших противников. Сервис Sharkscope, а также весь необходимый софт для успешной игры в МТТ я объясняю в своем новом уникальном проекте StackBoost, который включает более 40 видеолекций по всем аспектам теории игры в МТТ, 12 групповых занятий, где мы со всеми участниками проекта на практике отрабатываем изученный материал, а также 5 индивидуальных занятий, где лично с каждым участником проекта мы разбираем его ошибки и исправляем их. Плюс отдельная конференция в Дискорде, а также Flopzilla в подарок. Переходи по ссылке внизу и принимай участие в проекте StackBoost. В принципе, ребят, это все, что я хотел вам рассказать по сервису Sharkscope. Надеюсь, было интересно. С вами был Дмитрий Hammerhead. Всем больших заносов. Еще услышимся. Всем пока.